Всем привет! Добро пожаловать на кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Славные парни». Погнали! Какого хрена? Это был 1978 год, Лос-Анджелес. Порнозвезда Мисти Маунтинс погибает в автокатастрофе. Прямо после того, как юноша по имени Бобби находит у своего отца журналы с ее участием. Она погибает у него на глазах, спросив его: «Как тебе моя тачка, здоровяк?» В то же время вышибалы по имени Джексон Хилли выслеживает мужчину, который курит марихуану с маленькой девочкой. После того, как они докуривают, девочка уходит. Хилли стучится в дверь к этому мужчине и бьет его. Тетя порноактрисы миссис Гленн нанимает частного детектива по имени Холланд Марч, чтобы найти Мисти Маунтинс. Тогда я приступаю. Поскольку после похорон она видела ее в своем окне. Живую. Холланд Марч живет со своей дочерью Холли. Ему не везет в работе, он регулярно пьет алкоголь. Джексон Хилли встречает Амелию, и она нанимает его. Амелия дает ему розовую бумажку в форме коровы, на которой написаны имя и адрес сыщика Марча. В поисках порнозвезды Мисти Марч пытается попасть в бар, но там ему грозят битой. И он делает вид, что уходит и пытается попасть через заднюю дверь. Но ранит руку о разбитое стекло и уезжает в больницу. Удача снова не на его стороне. Хилли приходит домой к Марчу и жестоко избивает его. Ломает ему руку, когда тот пытается достать пистолет. На выходе из дома он встречает дочь сыщика, Холли. Он представляется другом отца и получает у нее бутылку пива. Когда Хилли приходит домой, его встречают два костолома, Синелицый и Старший. Они избивают его, но Хилли удается дать им отпор. Джексон Хилли понимает, что Амелии грозит опасность, и ему ничего не остается, как обратиться к сыщику Марчу. Очень иронично. На дне рождения дочери Марча Джексон находит его самого, но тот не соглашается помогать обидчику. Но осознав опасность, которая грозит Амелии, он все же решается помочь. По рукам. Супер. Я ведь и так знаю, где она. Они нашли группу активистов, в которых участвует Амелия. От одного из активистов они узнают, что Амелии нигде нет, и у ее бойфренда по имени Дин недавно сгорел дом. Благодаря активисту они приезжают в дом Дина, и выясняется, что вместе с домом сгорел и сам бойфренд Амелии. Также выясняется, что Амелия вместе с порнозвездой Мисти снялась в экспериментальном фильме Дина, но пленка тоже сгорела. Проезжающий мимо мальчик сообщает о том, что фильм продюсировал Кляча, также известный как Сид Клетчер. Они незамедлительно отправляются на вечеринку Сида Клетчера. Хилли обнаруживает пиджак с запиской «Как тебе моя тачка, здоровяк?» Сцена номер 1 и вложенный листочек с адресом. В то время как Марч, по традиции напиваясь, случайно падает с балкона, где находит труп Сида Клетчера и саму Амелию. Присутствие Амелии также подтверждает и его дочь, которая всю вечеринку представлялась как сестра Амелии, и тоже узнала, что она присутствовала. Один из костоломов, избивший ранее Джексона, ловит Холли и требует рассказать, где находится Амелия. Сам же Джексон дерется со вторым костоломом. Первый же, пытаясь поймать Амелию, Холли обезоруживает его и просит Амелию убежать, и присоединяется к ней. Первый костолом, Синелицый, пытается убить их, но его сбивает фургон. Амелии удается сбежать. Джексон Хилли добивает Синелицего и просит Холли вызвать скорую. Беги вперед, найди кого-нибудь. Перед смертью Синелицый говорит, что Джон Бой хочет убить их. После этих событий Марч вместе с Хилли встречаются с Джудит Катнер, которая приходится матерью для Амелии. Она говорит им о том, что некий лас-вегасский клан хочет контролировать весь Лос-Анджелес, и с ним связана ее дочь, и уже теперь она нанимает их. Марч и Хилли расшифровывают записку, и выясняется, что девушка должна с кем-то встретиться в доме Burbank Apartments, но этот дом давно снесен. В гостинице рядом с аэропортом Бербанка они узнают о том, что кто-то по имени Джон также разыскивает Амелию. Они сразу думают о Джон Бое. Решив пойти в пентхаус, они обнаруживают, что там уже вовсю кипит перестрелка. Они думают, что девушка уже скорее всего мертва, но она внезапно падает на крышу их машины, когда они собираются уехать. Очнувшись дома у Марча,
Она рассказывает о том, что ее мать, которая наняла их, заключила сделку с автомобильными компаниями, что может разрушить экологию Лос-Анджелеса. И она пытается уничтожить всех, кто хоть как-то мешает ей. Даже свою собственную дочь. Поэтому Амелия решила отомстить ей фильмом, который бы показал плохие стороны этой сделки. В это время ассистентка матери Амелии, Талли, звонит и просит передать ей чемодан с деньгами. А для Амелии скоро придет врач на дом. Забрав чемодан, они едут домой. Но Марч засыпает прямо за рулем, и они попадают в аварию. Чемодан открывается, и оттуда выпадают обычные бумажки, никак не похожие на деньги. Семейный врач по имени Малик приходит домой к Марчу. Подруга Холли говорит по телефону о том, что Джон Боя есть крупная родинка на щеке, как и у семейного врача Малика. Значит, это не врач. Марч и Хилли приезжают домой и начинают стрелять в Джон Боя. Дом Марчи оказывается разрушен пальмой, а сам Марч прячет Амелию и Холли с ее подругой в шкафу. Убийца уезжает. Амелия пытается уехать домой, ловит машину, садится, но обнаруживает, что за рулем сидит Джон Бой. Он убивает ее. После всех событий они отправляются на суд, где их заверяют в том, что у них ничего не получится. Когда Марч возвращается домой, он обнаруживает тетю порнозвезды, которая просит его еще раз найти ее. Вместе с Холли и Хилли они едут домой к Мисти. Они догадываются о том, что Амелия сделала копию фильма, и именно ее видела на самом деле мисс Гленн. Теперь им нужно найти парня по имени Чет. Он работает киномехаником на выставке автомобилей. На выставке в отеле Хилли и Марчи находят Талли, направив на них пистолет. В то же время Холли обходит ее и пытается облить ее остывшим кофе, полагая, что он горячий. Но кофе все равно спасает ее. Талли подскальзывается. Джон Бой и Джексон узнают о том, что этот фильм Амелии теперь встроен в часть другого фильма. Холли становится свидетелем того, как Джон Бой говорит об этом одному из костоломов. И за это его берут в заложники. Марч завязывает драку с костоломом, и оба они падают с крыши. Но Марч, в отличие от костолома, приземляется в бассейн, пока его напарник Джексон в поединке с Джон Боем. Холли видит, что Талли очнулась, и выбивает из ее рук пленку, которая начала падать вниз. Все пустились в погоню за пленкой. Джексон, Хилли и Джон Бой снова начали драться. Однако Холли остановила второго, пока Холланд Марч успешно забрал пленку. Мать Амелии арестовывают, а автомобильные компании, с которыми она заключила сделку, освобождают. Холланд и Марч открывают свое агентство «Славные парни». Всем спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк и обязательно посмотри этот фильм с этими замечательными актерами. Пока!